Да, добрый день, дорогие коллеги, дамы и господа. Значит, сегодня очередная лекция в рамках нашего лектория, организованного русским обществом по изучению Атлантиды, зазеркалье истории. Вот я хочу представить нашего коллегу, художника-искусствоведа Наталью Голубеву с очень интересным докладом о камнях Ики. Я уверен, что многие, кто привык расценивать, исследовать камни Ики по каким-то определенным своим лекалам или книгам, наверное, сегодня, надеюсь, очень услышат совершенно что-то новое, совершенно с другой точки зрения. Спасибо. Всем добрый вечер, меня зовут Голубева Наталья, И так, сейчас секунду, надо переключить на презентацию, потому что, значит, мой доклад называется «Камни Ики. Новые данные. Художественно-стилистический анализ изображений». Коллекция гравированных камней Ики очень известная на сегодняшний день, и, в общем-то, коллекция, наверное, известна всем, что она находится в Перу, город Ика, в музее Кабреры. Отец-основатель этой коллекции, человек, который посвятил всю свою жизнь этим камням. Порядка 11-15 тысяч экземпляров находится в этом музее. По каким-то другим данным есть данные, что 50 тысяч этих камней в частных коллекциях находится. Ну и, собственно, коллекция этих камней, она шокирует. В общем-то, эти сюжеты не укладываются в официальную историческую хронологию, рисунки противоречат этой хронологии. На этих камнях мы видим, как люди соседствуют с динозаврами, различные какие-то сцены, там, где они сражаются с какими-то видами или даже используют их в качестве домашних животных. Кроме динозавров, есть также сюжеты, которые поражают наше воображение. Это медицинские операции, где мы видим, что возможности, наверное, этой неизвестной культуры, они даже, наверное, превосходят возможности нашей современной медицины. В частности, здесь мы видим пересадку мозга. Сегодня нам это недоступно. Есть также у этой неизвестной культуры астрономия, то есть они вели какие-то астрономические наблюдения, летательные аппараты. И, в общем-то, все эти сюжеты, конечно, они не укладываются в наше представление о глубокой древности, потому что ни в одной культуре мы не знаем, чтобы было что-то подобное: летательные аппараты, сложные медицинские операции, и люди не жили тогда, когда жили динозавры. Есть споры, конечно же, по поводу этих камней. Кто-то говорит, сторонники подлинности, они опираются на разные анализы, которые по датированию, какие-то там, вопросы с техникой нанесения этих гравировок. Есть скептики, которые отрицают эту подлинность, они находят свои какие-то нелогичные моменты, и тоже, в общем-то, это заслуживает внимания. В общем, вопрос остается открытым. Но никто никогда эту коллекцию камней не исследовал на предмет изобразительного анализа, потому что 11 тысяч камней нельзя считать какой-то простой случайностью. Это ясно, что это закономерность, и кто-то с какой-то целью производил эти камни. Соответственно, если мы допускаем, что это действительно какая-то была древняя культура, и камни являются подлинными, значит, речь может идти о каких-то культурных традициях. И эти культурные традиции, их нужно рассматривать. Соответственно, эти камни, то есть самое главное, что у них есть, это рисунки, изображения. И эти рисунки можно исследовать на предмет изобразительности или какой-то провести такой культурный анализ, то есть выявить какие-то культурные характеристики и набросать какой-то портрет именно этой культуры. Я я искусствовед, я немножко пару слов скажу о себе. В первую очередь я профессиональный академический художник. И здесь я, наверное, не буду скромничать. Я скажу, что я именно академический художник, потому что художников очень много. Вообще, когда находят какой-то новый художественный артефакт, то производят обязательно экспертизу искусствоведческую. И, собственно, это профессионально, и это достаточно логично.
Здесь ну, просто искусствовед, то есть он работает как теоретик, то есть он старается артефакт поместить в какую-то именно ну, какую-то последовательность историческую, да, и, соответственно, он опирается на художественные стили. Поэтому здесь недостаточно просто как бы с какой-то теоретической стороны подходить. Нужно исследовать эти камни именно на предмет какой-то структуры изобразительной системы, вообще посмотреть, есть ли здесь именно какая-то система, то, как это нарисовано, оценить их как художественные произведения, то есть посмотреть на качество этих рисунков. Но меня также как культуролога интересует вопрос культурного содержания, да, потому что если перед нами древнее общество, то значит должны быть какие-то характеристики, характерные для ну, какой-то первобытной архаичной культуры. Признаюсь честно, сразу же, что когда я проанализировала эти камни, то я нашла ряд нестыковок, каких-то противоречий. И с точки зрения культуры у меня возникло очень много вопросов, наверное, каких-то даже таких сомнений. И вот, собственно, я хочу поделиться с вами этими сомнениями, потому что мне кажется, что поскольку не велась, то есть работа какая-то исследовательская, именно искусствоведческая, то эти моменты стоит озвучить. Это не мое личное отношение к этой коллекции, это просто вот такой вклад в общую исследовательскую работу. И, собственно, я начну с главного, потому что первое, что меня очень насторожило в этой коллекции, то есть у меня было достаточно много фотоматериала. Надо сказать, что когда я приступила к изучению, я не очень хорошо знала какие-то моменты, связанные с историей этой коллекции. То есть я бы даже сказала, что это какой-то плюс, потому что многочисленные вот эти моменты, известные уже, они немножко отвлекают. А здесь меня не отвлекало, то есть я просто вот смотрела. И с моей стороны просто ну, такой анализ как культуролога. И, в общем-то, первое, что меня насторожило, когда я рассмотрела вот много фотографий этих камней достаточно внимательно, я увидела, что эти рисунки, они невысокого качества. Вообще в целом все. Есть, конечно, образцы, которые получше, более такие удачные, более аккуратные. Есть образцы, которые, ну, понятно, что там может быть как-то похуже, более кривоватые. Даже здесь можно заметить то, как изображена лошадь. Так, я не могу мышкой показывать, да? Так, сейчас, секунду. А указки ни у кого нет, да? А можно я выйду сейчас? Можно я выйду из презентации, потому что мне нужно как-то... Или это плохо видно? Сейчас, секунду. Да, кусочек видно. Да, но тогда не... Ладно. Вот если посмотреть верхнее изображение, левое, да, лошадь, то есть она изображена как-то похуже. С правой стороны видно, что немножко там изображение более аккуратное. Но об этом я еще тоже потом скажу. И, собственно, дело в том, что у нас есть такой стереотип, что очень многие списывают какую-то там кривоватость этих камней, этих изображений, какую-то, может быть, не совсем точные пропорции в фигурах людей, не совсем они такие, как бы, с точки зрения реализма правильные, на какую-то первобытность. То есть кажется, что, возможно, это какой-то такой стиль, то, что вполне соответствует архаическим временам, да, древним временам. И вообще у нас не возникает сомнений, в принципе, когда мы смотрим, что это именно древняя цивилизация. Почему? Потому что мы видим, ну да, определенная рисовка, мы видим, с одной стороны, какие-то сцены, которые, ну, соответствуют первобытности, да, или какой-то такой архаике. Вот лошадь, повозка, то есть какие-то топорики, если мы говорим о предметах, в основном это топоры, которые похожи на топоры каменного века, копья. Ну, за редким исключением встречаются вот сверху фотография, с левой стороны это лук, да, то есть со стрелами. И все, в принципе, никаких технологий здесь нет, но
Есть какие-то вот архитектурные сооружения, и они достаточно, ну, соответствуют архаичным временам. Религия, которая тоже, в общем-то, так на первый взгляд, это совершенно вот какие-то архаичные времена. Но, конечно же, да, сюжеты, которые не вписываются в эту архаику, это медицинские операции, астрономические сюжеты, может быть, какие-то летательные аппараты, конечно, тоже, и так далее. То есть само наличие динозавров, вот мы когда видим, да, человека на динозавре, я бы сказала, что ассоциативно, то есть у нас как бы наше сознание, оно сразу срабатывает, отправляет нас на основе ассоциации куда-то в далекое прошлое. То есть поэтому мы смотрим, и нам кажется, что да, это действительно древняя цивилизация. Но все-таки вот попробуем оценить их с точки зрения культуры. И вот если мы, как я уже сказала, признаем, что это древняя культура, то, соответственно, камни Ики — это культурное явление, то есть его нужно оценить как культурный феномен. Соответственно, далее я постаралась посмотреть на эту коллекцию в контексте изобразительности архаических обществ, то есть и не просто какую-то изобразительность, а даже, наверное, культурная именно какие-то традиции. И, в общем-то, какой-то краткий экскурс в историю искусства немножко нужно как бы провести, потому что вот это как бы мое заявление о том, что у камней Ики невысокого качества рисунки, да, откуда я это взяла? Я это взяла на основе того, что я сравнивала, то есть относительно всего мирового художественного наследия. И получается, что камни Ики, они по своему качеству многократно уступают. То есть по богатству, по сложности эти камни уступают всем, ну так скажем, всем известным нашим культурам, да, как бы нашего человечества, нашей истории. Вот перед вами бык из пещеры Альтамира, это верхний палеолит. Фигуративное искусство появляется где-то 50 тысяч лет до нашей эры, это может быть плюс-минус. И, собственно, это Испания. В Испании находится пещера, один из быков. И здесь мы видим рисунок. То есть вообще, когда нашли эти рисунки, то думали, что это какая-то подделка, потому что, ну, опять же, как раз не знали, что можно как бы в первобытности так изображать качественно. И здесь что я хочу сказать. Художник чувствует великолепно форму. То есть форму он хорошо передает пропорции этого животного. Это животное находится на потолке, нарисовано в натуральную величину. Это не какой-то совсем мелкий рисунок, это достаточно сложно. И получается, что здесь потрясающая анатомия, владение линией, то есть чувство объема. И помимо того, что здесь есть реализм, здесь есть такие моменты высокохудожественные. Вот то, как нарисованы там копыта, рога, хвостик, это уже все упрощается, и, соответственно, здесь есть очень качественный художественный отбор. То есть художественный отбор — это не просто интуитивное какое-то вот чутье, это работа интеллекта, это работа мысли, да, то есть здесь все достаточно аккуратно, и нет никакой спешности, то есть в этих изображениях. И художественный отбор, вот сверху тоже это Альтамира, а снизу это рисунок Франция, пещера фон де Гом. И, собственно, художественный отбор — это тогда, когда художник, он намеренно, то есть делает так, чтобы произведение хорошо воспринималось зрителем, хорошо читалось. Потому что если передавать все многочисленные детали, то для нас это будет слишком дробно, слишком плохо, ну как бы плохо читаемо. Поэтому лучше какие-то характерные наиболее детали отбирать, а остальное как бы уводить. Соответственно, вот нижний рисунок — это очень деликатная работа. То есть здесь какая-то, я бы сказала, наверное, даже нежность, может быть, лирика есть. Опять же, реализм, очень хорошее чувствование формы. То есть линия очень хорошо согласуется с формой, хорошее чувствование объема. То есть человек, он как бы видно, что он рисует, и при этом форму как бы осязает. У меня также есть преподавательский опыт, лекции по искусству и, соответственно, вот рисунок.
И я знаю, что когда вот смотришь, как работают студенты, вот проходишь по аудитории, да, как бы в массе, видишь, как кто как мыслит. Потому что, то есть прям хорошо видно. Один человек может поверхностно срисовывать, другой человек именно ведет какой-то анализ. Хотя даже тот, который срисовывает, он, может быть, старается, делает что-то, ну, как-то аккуратно, хорошо, но при этом его мысли, как бы, да, анализ не ведется. Вот здесь есть анализ, здесь есть хорошая, ну, скорее всего, даже наблюдательность, конечно же, эти люди жили на природе, поэтому у них наблюдательность была очень остро, хорошо, как бы, ну, работала. Пещера Шаве, Франция, 30 тысяч лет до нашей эры, и прекрасные рисунки, то есть это очень тоже такой реализм, прям чувствуется как бы череп, вот словно вот у этих кошачьих, то есть какой-то костяк, опять же, то, как где-то нажим усиливается, где-то линия более тонкая, и везде есть техничность в работе. То есть как-то вот человек, он чувствует вот эту линию, где как поднажать, где как ослабить. То есть никакой однотипности нигде нет. Кроме рисунков на плоскости, есть, конечно же, скульптура в эпоху Верхнего палеолита, рельефы, то есть все это есть. И в скульптуре то же самое мы видим. Скульптура — это объемное, да, то есть какое-то изображение, и здесь видно, как человек, он великолепно справляется с этим объемом, тоже пропорции, анатомия, и при этом он умеет великолепно обобщать и расставлять акценты. Вот здесь в данном случае акцент идет явно, то есть голова, опять же костяк очень хорошо чувствуется. Везде, куда мы ни посмотрим, Верхний палеолит, изображение человека. Вот палеолитическая Венера, одна из, их очень много. То есть это все высокохудожественные произведения. То есть животные, они также, ну так скажем, здесь какая-то художественная трансформация в них есть. Это не просто какое-то вот копирование, срисовывание натуры. Да, здесь есть именно художественная вот эта, ну так скажем, легкая стилизация, да, то есть создание образа. Видно, что человек подходит к этому прочувствованно. И я хочу сказать, что когда человек чувствует, вот я сама по себе знаю, почему я вначале сказала, что искусствовед, он в полной мере, только лишь искусствовед, да, он не может оценить вот этот творческий процесс. Вот по себе я знаю, что когда ты хорошо погружен в работу, ты линию ты делаешь как бы неспешно, да, то есть ты делаешь, ты как бы вот художественно переживаешь, то есть вот этот процесс. Какой-то смысл внутренний вкладываешь. Когда ты рисуешь поверхностно или срисовываешь рисунок, то всегда присутствует, ну, какая-то однотипность, легкость, ты недостаточно надавливаешь как бы там на плоскость и так далее. Здесь никакой поверхностности нет. То есть если мы говорим о каких-то прорезанных рисунках, подобных гравировке, то же самое. Причем вот верхнее изображение, пещера во Франции, здесь тоже реализм, хорошие пропорции, и при этом рога этого животного — это уже какая-то такая художественная метафора, то есть они как-то специально утрированы, да, как некий образ. А снизу мы видим кошачьи, там, не знаю, кто именно, может быть, львица, и тоже очень крепко, то есть по анатомии, по рисунку это очень именно крепко. Дальше искусство развивается тоже, натурализм никуда не уходит, появляется даже дополнительная декоративность. То есть Тассили-Наджер — это африканский континент, и здесь потрясающие рисунки людей. То есть не только здесь, но я просто в пример привожу. Эти люди куда-то бегут, стремятся, то есть великолепные пропорции, замечательная пластика. То есть эти рисунки очень экспрессивны, они очень... ну, как-то вот, опять же, прочувствованы, да, великолепная линия. Если мы посмотрим там их более внимательно, посмотреть, то там вот малейшие какие-то нюансы, вот, например, верхний справа рисунок, вот эта фигура с белыми ногами, там прям коленочка, икроножная мышца, то есть вот все это есть. То есть виден какой-то этнический тип. При этом, если мы посмотрим на женщину вот с левой стороны, рисунок верхний, то тут уже есть какое-то смысловое именно содержание, то есть это не просто быт,
здесь есть еще идейное содержание. Вот этот месяц, который мы там видим как бы на голове, да, то есть это уже то, что относится к каким-то конструктам, так скажем, ну, мифологическим. Тоже Тасселин Аджер, великолепные рисунки, то есть вот эта вот линия, какая-то певучая линия, динамичная линия, то есть везде есть пластика. Опять же, нигде нет никакой однотипности, какой-то небрежности. Везде наблюдается именно любование, то есть этой формой, этими мотивами. Встречаются рисунки, которые попроще. То есть вот с левой стороны изображения, там, где очень, опять же, такие сложные изображения, а вот нижний рисунок, он попроще, казалось бы. Ну вот, пожалуйста, примитивная работа. Однако нет. Если мы посмотрим, малейшие наклоны там, спины, да, какие-то сочетания, цезуры, паузы между этими фигурами, наклоны головы и так далее, все это создает, опять же, пластичную, живую сцену. То есть, опять же, здесь нет никакой такой однотипности. Мотивы очень разные, то есть вообще первобытное искусство, то есть совершенно там от бытовых, религиозные какие-то мотивы, те, которые говорят нам о социальной какой-то структуре этого общества, то, на чем они сосредотачивали свое внимание. В принципе, как бы изобразительное искусство — это всегда информационный источник, то есть о нашем прошлом, да? То есть о чем искусство нам может поведать. Культуры Перу. Поскольку Ики — это Перу, да, то мы не можем не посмотреть, познакомиться как-то хотя бы кратко, посмотреть культуры. Мочи, Наска, Паракас, то есть ряд культур доинкских. И везде высокое качество, просто сложная стилизация, сложный орнамент. Если мы посмотрим, нижняя фотография с правой стороны, керамический сосуд, которых очень много, то есть это великолепная тоже анатомия, крепость формы, да, то есть человек понимает, причем здесь видно не просто он понимает форму, а то, как он с ней работает технически. Технически он, опять же, делает вот этот художественный отбор, ведет, и при этом это высоко художественно, то есть это со вкусом сделано, там есть какая-то тонкость, есть, опять же, любование формой. Если мы посмотрим культура Мочи, это тоже Перу, изображения — это прорисовки с керамики. И здесь тоже мы видим очень сложная стилизация. Я, к сожалению, не могу увеличить. Если посмотреть там, вот, допустим, вот это сложное изображение наверху, если посмотреть на фигуры людей, они чем-то могут напоминать пропорции на камнях Ики. Там крупная голова по отношению к телу, однако тело, оно анатомично. То есть вроде бы как бы неказистая такая фигурка, однако там везде есть закономерности, которые передают анатомию. То есть видно, что человек очень хорошо был знаком с анатомией. Причем древние люди, да, это не то, чтобы они там учились где-то специально. То есть творчество в древности, вот очень такой важный момент, оно не было индивидуальным. Любые культуры, они все были, ну как сказать, вот эта школа, да, человек рождался внутри этой школы, и он впитывал это все. И, собственно, любая культура — это отображение менталитета общества, да? То есть культура впитывает все. Язык, на котором люди говорят, какой-то темп, ну то есть вот ритм языка, да? То есть танцы, музыка. Все вот это впитывается, и то, что мы видим в изображениях, изображение — это всегда некая проекция, то есть вот этого духа этого общества, да? Какие-то его идеи тоже в том числе. То есть везде все очень такое сложное. То есть если, например, ну, у меня здесь нет изображения какого-то египетского, но вот я сейчас вспомнила Древний Египет. Древний Египет, там все очень, так скажем, геометрия преобладает. То есть известно точно, что у них было, ну, достаточно, они тяготели к порядку. То есть это очень какая-то такая гуманная цивилизация. И, соответственно, их изобразительное творчество, оно тоже отображает вот этот порядок. Там везде вот как бы вот
прямая линия очень так четкая, либо вертикаль, либо горизонталь, то есть фигуры, которые сидят вот ровно, ладошки держат на коленях, и нет никаких активных движений или каких-то очень бурных эмоций. В Перу, Мезоамерика — это что-то гораздо больше эмоциональное, и поэтому здесь там жертвоприношения были активно, так скажем, в ходу, и поэтому их какие-то представления, вот в целом искусство более динамичное. Мы видим в этих мотивах, ну, может быть, даже иногда что-то более агрессивное, да, вот каких-то таких эмоций бурных, например, в египетском искусстве мы никогда не увидим, то есть вот эти лица, которые, например, здесь. Портретная керамика культуры Мочи. Большое количество сосудов, как бы между делом, да, но очень высокого качества лица. То есть это великолепная тоже анатомия, причем все сосуды, нет ни одного повторяющегося. Их сотни просто, их очень много, и все передают индивидуальные черты человека. Причем то, как это сделано технически, да, с точки зрения мастерства, опять же, это очень деликатно, это очень аккуратно, это всегда законченная работа. Нет ничего такого, чтобы, знаете, там человек подумал, да, сойдет вроде, да, как бы так оставлю. Это очень проникновенно. Собственно, почему, откуда вот эта вся проникновенность? То есть проникновенность оттуда, что искусство в древности, начиная там от самых первобытных времен, всегда было связано с религией. То есть никогда не было, чтобы искусство было с точки зрения просто какой-то области, так скажем, общественной деятельности, да, там, ради эстетики. Нет, это всегда было внутри, неразрывно связано с какими-то ну, так скажем, мировоззренческими какими-то конструкторами, конструктами, да, какими-то идеями. Поэтому, то есть искусство носило всегда сакральную функцию, и, так скажем, халтура здесь была недопустима в принципе никогда. И ни в одной культуре никакой халтуры никогда не было. Керамика культуры Ики. Вот сразу для меня это контраст. Я когда смотрю, я показываю сейчас, вот у меня 2 фотографии я в презентацию включила. Этих керамических изделий больше, конечно, да, но я посмотрела, они все одинаковые. То, что здесь я вижу, мне не за что зацепиться здесь с точки зрения художественного мастерства, с точки зрения какой-то вот эстетики. Здесь нет никакой эстетики, потому что так как нарисовано вот это лицо, так скажем, да, вот эти глазки, лицо, пропорции этого лица, нет никакой анатомии, нет никакой стилизации. То есть на первый взгляд можно сказать, ну это же древнее искусство, да, там какая-то, может быть, стилизация, вот упрощение, вот как-то так вот интерпретировали. Версия о том, что художник, вот эта знаменитая «я так вижу», она тоже здесь не работает, потому что во всем древнем обществе, включая первые письменные цивилизации, искусство — это всегда именно, ну так скажем, коллективный разум, да, то есть только в рамках коллектива оно было. Были очень строгие традиции, если мы говорим о письменных цивилизациях, это вообще-то канон всегда. Поэтому здесь ничего подобного нет. Форма, ну вот если мы говорим о лице, форма ломается, то есть она не подчеркивает нигде никаких анатомических особенностей. Сюжет, я так поняла, что это медицинская операция. Вот что-то тут медицинское, если я не ошибаюсь, вот на столе, наверное, это сердце вот он держит. И, соответственно, у меня возникает все время ощущение, что как бы, ну, не знаю, вот с точки зрения моего сомнения, да, как будто бы все время говорят, ну вот они делали операцию, да, то есть как бы это изображение можно перевести одним простым предложением. То есть нет никаких художественных, высокохудожественных моментов, которые, ну, претендовали бы на какую-то сложность, да, то, чем можно было бы восхититься как художественным произведением. Можно подумать, что что-то подобное можно встретить в первобытном искусстве, то есть всегда, да, на самом деле вроде как подобное, но с другой стороны абсолютно не подобное. То есть Западная Африка, то есть вот эти маски, они показывают вот вроде бы какой-то даже прием, да, то, как вот эти глазные впадины здесь решаются. Вот, например, что-то подобное может быть здесь, в этом
человеке, и мы смотрим, но здесь есть вот это упрощение, здесь есть художественная трансформация, и при этой трансформации всегда все равно будет опора на естественные пропорции лица человека, потому что мы увидим обязательно высота глаз, да, расстояние между глазами. То есть вот, да, вот, допустим, лицо вытянуто, которое с правой стороны, но все равно мы видим, как оно опирается в своей основе на естественные пропорции. То есть есть какой-то образ все-таки. Вот такой пример я тоже привела. Нижний Египет и вот такое, ну, древнее достаточно изображение, то есть это пример мягкой формы, да, когда вот просто достаточно там как-то, ну, каким-то, не знаю, вдавить чем-то, пальчиком там или как-то вот эти пустые глазницы, но здесь можно заметить, посмотреть, если всмотреться внимательно, легкие какие-то округлости, там читаются даже лобные бугры, то как форма, вот легкие какие-то повороты, вот они здесь есть. Носогубные складочки, вот там мышцы рта, то есть это все создает естественное, опять же, ну как бы чувство формы, да, естественная анатомия человека. То есть расстояние между глазами, глаза по отношению к лицу, они находятся на своем месте. Поэтому нигде, вот вроде бы простая работа, но в этой простой работе все равно видна какая-то вот сложность. То есть вот эта работа, которая, ну, какая-то, она с какой-то проникновенностью есть. Встречаются какие-то моменты, да, вот в искусстве можно увидеть образцы, которые, ну, казалось бы, вот совсем вот там глаза какие-то неестественные. Однако здесь, опять же, тоже нужно подходить с точки зрения. Вот я смотрю, и мне видна общая архитектоника всех вот этих элементов. Здесь есть определенные акценты, которые сосредоточены на лице. То есть, опять же, здесь есть большое разнообразие. То, как трактуется там глазная вот эта впадина, то есть где она немножко там как бы с лбом сливается, где-то она уходит вот как бы в большее количество. Если там присмотреться, как носик решен, он очень анатомичен. То есть вот эти плоскости, то есть они прям соответствуют анатомии. Ну и, собственно, здесь это образ, который во имя, то есть именно художественный образ. То есть вот он работает, я бы сказала, он звучит. Опять же, культура мочи, то есть везде какая-то ритмика есть, какая-то сложность, сложная стилизация, сложные костюмы, то есть орнаменты, все это как-то в совокупности присутствует, создавая очень сложные такие произведения. На керамике Ики ни в одном образце я не нашла каких-то подобных тенденций, да, каких-то вот моментов, которые бы, ну, хоть как-то могли бы нам что-то сказать, вот примерно вот, не знаю, вот какое-то подобие, да, найти. Ничего. Какие-то вот лица, вроде бы, если это какая-то трансформация, как бы трансформация художественная, но они вот настолько поверхностно решены, причем дело даже не в технике, а именно вот, ну, с точки зрения сочетания элементов, да, либо это красиво, либо это некрасиво. То, как руки, вот, например, с правой стороны человек, вот обратите внимание, как у него вот эти руки в стороны идут, то, как они сочленяются вот с телом, то есть вот как-то вот словно втыкается. То есть видно, что как бы надо как-то руки решить, и вот их как бы решают, ну как бы и так вроде бы нормально. Но никогда нигде в искусстве нет каких-то подобных моментов, которые были бы, ну, как-то некрасиво решены, так скажем. Опять же, искусство майя и ацтеков — это какая-то сплошная фантасмагория. То есть, причем это искусство очень у них, я бы сказала, оно как-то трансцендентно. Почему трансцендентно? То есть трансцендентность или какая-то вот метафизичность в них всегда присутствует, потому что трансцендентный термин вообще означает как бы переступающий, да, то есть выходящий за. То есть искусство, оно связано с религией, и поэтому все древние культуры, они всегда тяготели каким-то вот образом, который, ну, откуда-то, я не знаю, откуда-то из другого мира.
Да? То есть они все время старались взаимодействовать с этим другим миром, поэтому это совершенно какие-то вот сложные фантасмагорические образы. Если мы говорим об изображении человека, это великолепная динамичная линия, вот какая-то ритмика, опять же сложность этих головных уборов, костюмов, пластика. Вроде бы, казалось бы, люди стоят вот на верхней фотографии, но то есть такая абсолютная статика, но при этом малейшие наклоны создают ощущение живой такой сцены, как будто бы вот они там прям говорят действительно. То есть и дело даже, вот когда я говорю про сложность, это не просто количество деталей, то есть дело не в количестве, дело скорее вот в соотношении, то есть то, как они сочетаются между собой, составляя общую гармонию. Если мы говорим об ацтеках, например, тоже сложная стилизация, мы видим здесь вроде бы совершенно что-то такое абстрактное, запутанное, но если там всмотреться внимательно, то там все вот эти многочисленные детали какие-то, вот эти пятнышки, они имеют конкретную форму. То есть все это не просто какая-то случайность, это конкретный предмет и какой-то конкретный объект. Если мы говорим про какие-то более простые изображения, они тоже есть. Культура Мимброс или Магальон — это Нью-Мексико. Нью-Мехико, 19 век, конец 19 века была обнаружена эта керамика, и она была очень популярна в первой половине 20 века. Особенно в США, даже печатали эти рисунки на посуде, то есть выпускали серию посуды современной с вот этими изображениями. Это такое достаточно, вот эта культура, это локальное явление, это не то чтобы там какая-то крупная такая цивилизация, у них есть преемственная связь с индейцами Анасази. И это очень изысканная керамика, то есть вроде бы может показаться вот эти человечки, ну такие достаточно слишком, как бы, ну, не знаю, такие утрированные, да, то есть слишком они нереалистичны, однако если там присмотреться, там тоже есть какие-то вот икроножные мышцы, там коленочки, какие-то суставы, то есть это все чувствуется, то есть вот малейшие нюансы, они всегда видны. Но здесь дело еще в стиле. Здесь уникальный стиль, он совершенно аутентичный, и здесь, если в комплексе рассматривать эту керамику, то, так скажем, вся архитектоника вот этих композиций, элементы, они подчиняются единству. Поэтому здесь нет ничего такого, что как-то там совсем выпадало бы как бы из этих сюжетов. Обязательно будет акцент на природе. Причем природа, человек, он жил на природе. То есть вот эти сюжеты, они всегда отмечены каким-то особым любованием, какой-то особой тонкостью, изяществом. То есть обязательно. Опять же, сложная стилизация. То есть всегда. Орнаменты очень сложные, красивые. Что значит художественный вкус? Вот я и сказала. То есть художественный вкус, вот я говорю, то есть чувство вкуса — это не просто что-то интуитивное или субъективное, это конкретные такие моменты, которые всегда говорят о том, как художник может находить баланс между элементами, да, как бы составлять их в единую картину. Ну и вот, собственно, с точки зрения камней Ики, да, мы там все время находим определенные серии: астрономия, религия, вот если их рассмотреть более внимательно. В первобытности с самых каких-то древних времен всегда религиозные какие-то мотивы, они выделяются в отдельные, ну так скажем, сюжетно-смысловые темы. Да, представление о душе обязательно. То есть представление о душе, о том, что душа — это некая отдельная субстанция, да, то есть от материального тела. И, собственно, с этим связан такой очень важный принцип. С одной стороны, есть что-то твердое, материальное, а с другой стороны, есть то, что мы не видим, но оно реально. Да, то есть есть видимое, есть невидимое. Сюжеты обязательно троичной структуры мира, да, там верхний мир богов, то есть срединный мир и какой-то вот, так скажем, ну, подземный мир. Идея возрождения является, наверное, такой центральной у всех культур. То есть человек, он понимал себя как часть какой-то самовоспроизводящейся вселенной. Представление о загробном мире также совершенно обязательно, потому что вообще-то тема смерти —
это, наверное, такой культурообразующий вообще феномен, потому что человек, он всегда переживал вот эти какие-то загадки бытия, да, то есть именно вот возрождение, рождение, смерть, добро, зло, то есть это всегда вот очень сильно его волновало, и это было как-то трансформировано именно в художественные образы, то есть не просто там как-то, а есть определенные переживания на этот счет, да, культ плодородия обязательно, культ предков, конечно же, и обязательно искусство, оно связано с мифами и религия, соответственно. Поэтому, ну, везде, я уже сказала, то есть вот это какая-то метафизичность искусства, да, то есть трансцендентность, то есть если мы говорим там вот Мезоамерика, Перу, ну там это как-то вот особенно, наверное, сказывается, то есть постоянно вот как-то есть эти темы. Есть ли что-то подобное в камнях Ики? Я не нашла. Причем было бы спокойнее, наверное, если бы не было вообще ничего. Но мы видим какие-то моменты вот таких чертиков, которые, опять же, что-то непонятно, то ли это просто некая сцена с точки зрения натурности, да, но образности нет. То есть чертики, ну, могут, наверное, являться как раз вот этим сюжетом, который где-то там из иного мира, да, что-то. То есть, может быть, какая-то мифология. Но опять же нет никакой сложности. То есть вот они чего-то там режут живот. Или вот, например, нижний камень показано, что, ну вот, что здесь можно сказать? Скамейка, да, где-то там человек лежит, может быть, там медицинская операция, и при этом вот этот вот какой-то житель иного мира, но как-то это все показано, вот, знаете, вот с точки зрения даже композиции, вот этот нижний пример, очень как-то случайно. То есть нет, опять же, никакой сложности ни в этих образах, ничего подобного абсолютно. Религия, я пыталась найти сюжеты религиозные, потому что религия, если мы говорим о древней культуре, это особенная тема, которая просто, наверное, не может не присутствовать у древнего общества. Религия — это, конечно, условный термин, больше здесь речь идет о каких-то мировоззренческих конструкциях, и практически сюжеты отсутствуют. Причем, опять же, все-таки они есть, то, что мы можем отнести к понятию религия, или какая-то, вот мы видим, иерархия в этом обществе, лодки. С лодками я нашла только 2 сюжета, не знаю, может быть, их и побольше, но на 11 тысяч камней это количество удивительно мало. Лодка вообще отдельный образ, то есть всегда лодка трактовалась как не просто транспортное средство, да, как бы с точки зрения натуры, это всегда был перевозчик там, в другой мир, да, то есть какой-то символ, который является символом взаимодействия с этим иным миром. Опять же, обязательны какие-то церемониальные сюжеты, которые есть в любой культуре. В камнях Ики я нашла только 1 сюжет. Конечно же, обязательны мифологические образы. Да? То есть если мы говорим о религии, значит мифология здесь же. Какие-то культурные герои, боги, но, опять же, вроде бы они есть. Вот мы видим русалки, ну, какие-то, вот, не знаю, образы вроде бы, что-то есть. Если посмотреть на этих русалок, верхнее левое изображение, с точки зрения художественной, ну, такой оценки, да, это просто, можно сказать, не художественно. Лицо, голова этого человека, то, как она не сочетается с этим телом по художественным, по стилистическим каким-то закономерностям. То есть они совершенно отдельны. Как будто бы представили эту голову, и все. Опять же, нет никакой сложности в этой форме. То есть нигде. То есть нельзя сказать, что это просто какое-то художественное упрощение. То есть ну, это как-то слишком, я бы сказала, очень какой-то примитив. Если мы смотрим вот в середине изображения русалки, вот эта женская грудь, и я бы заключила, что это очень такая современная рисовка, потому что нигде в искусстве, то есть не просто как бы женская грудь, а то, как она смотрится по отношению ко всему телу, да, то есть какой-то такой нарочитый акцент, то есть вот это подчеркивание там определенное анатомическое, то есть нигде в искусстве, в древней культуре подобного ничего не встречается. Русалки, они встречаются, то есть у шумеров, вот, например, правое изображение — это хетты, малейший тут наклон позвоночника, то есть все вот
как-то вот, не знаю, какая-то сложность. Даже вот эта волнистая линия, она уже создает ну, образ, который ассоциируется с водой, что нижнее изображение, что вот это правое. Ну, я уже говорила про анатомию, да, то есть про сложность. То есть если мы смотрим, вот вроде бы какое-то с правой стороны, такой как бы мифологический образ, вроде бы сложное изображение, может быть, как-то оно так посложнее, побогаче, но опять же вот то, как лицо трактовано, вот оно как-то вот по своим элементам, ну не знаю, сомнительно, но в принципе может быть. Вот есть такое изображение, там птица, человек, опять же может быть, но вот потом я скажу вот целиком, если мы на это посмотрим. Сюжет, где есть поклонение Луне, интересный, Солнце. То есть если мы смотрим и задаемся вопросом, кому поклонялись, да, то, конечно же, Солнце. И я бы сказала, вот единственный поистине религиозный сюжет, только один я нашла. То есть это вот этот сюжет, мы видим пирамиду и Солнце. Но с точки зрения, опять же, композиции, то есть вот эта симметричная композиция в древности, это везде она есть, во всех культурах, но она всегда, то есть она сама по себе простая, но опять же это за счет каких-то нюансов, деталей дополнительных, это всегда более сложно. Здесь как-то все примитивно. Никогда вообще-то поклонение Солнцу не было выражено таким открытым способом, то есть так, чтобы пирамида таким очевидно нарочитым, каким-то открытым способом не была выражена вот эта связь с Солнцем. Да? То есть Древний Египет — это очень сложная конструкция, то есть верхнее изображение — это Солнце на вот этих львах, это символ горизонта также. И то есть, ну, всегда есть контекст. То есть вот в древних культурах есть контекст, мы его можем проследить в серии каких-то произведений. Здесь контекста нет, то есть содержательности нет. Есть просто, да, какое-то вот это поклонение Солнцу. Но с другой стороны, это достаточно стереотипно и достаточно широко известно. Спросите любого, кому поклонялись люди в древности, да, в первую очередь Солнцу. То, как это нарисовано. Люди нарисованы, опять же, некрасиво. Вот эти ножки вот с правой стороны, если у фигурки, посмотрите более внимательно. Я не могу заключить, что это не стилизация, это не упрощение никогда в искусстве, ни у одной культуры, даже при какой-то, не знаю, кривоватости, вот этих сложных анатомических решений, которые надо как-то решить таким образом, не решались. Вот эти стрелочки выглядят совершенно случайным элементом. То есть, опять же, нет какого-то контекста, какой-то закономерности. Нигде никогда не встречаются стрелочки, и тут вот просто смотришь, скорее всего, пустое место, надо было чем-то заполнить, пусть будут стрелочки. Примерно как-то так. Опять же, вот пример симметричной композиции, но он невероятно какой-то, я даже не понимаю, что это за предмет в центре, но как-то он, наверное, слишком прост. Тогда как у всех культур вот эта вот центральная ось — это символ мирового древа, это символ мировой горы, это, наверное, то есть это как бы идея, которая, она связана также с идеей возрождения, это очень сложный, концептуальный, здесь заложен такой смысл. Здесь, ну, в камнях Ики это не читается. Опять же, если мы говорим о древнем искусстве, оно всегда синкретично. Что такое синкретизм? Это тогда, когда, ну, например, вот мы видим вот это соединение головы животного, да, то есть какое-то животное, и тут же оно сочетается с фигурой человека. То есть это обязательно. То есть начиная там с первобытных времен, то есть вот этот есть синкретизм. Или вот, например, символ джет, да, вот египетский, то есть это, ну, это концепция, да, то есть обязательно. Так, не буду останавливаться на мифологическом сознании. Здесь еще есть один такой момент. В древнем искусстве обязательно вообще-то всегда было такое, что тело человека — голова животного. Почему? Потому что у нас голова, она, ну как, слух, зрение, обоняние, да, то есть и древний человек, он всегда мир как бы отображал через животных. Животные всегда являлись такой какой-то, ну, персонификацией природных явлений, да, каких-то сложных явлений.
И поэтому, собственно, сверхзрение, да, вот это вот как бы желание каких-то сверхспособностей, каких-то божественных, собственно, существ, если речь идет о каких-то культурных героях, о богах, то, соответственно, они обладали, то есть они не такие, как люди. Или, так скажем, жители иного мира, они не такие, как люди, но при этом, соответственно, сверхзрение, сверхслух, сверхмысль, может быть, даже какая-то. И поэтому обязательно, то есть голова животного была, да, то есть не наоборот. В камнях Ики почему-то там везде вот тело животного, голова человека. Соответственно, если мы говорим о животных, тема животных — это тоже особый такой, наверное, момент, потому что животные всегда изображались, ну то есть человек особое внимание уделял животному миру, начиная от палеолита. Мы видели, там даже изображений людей практически нет. Первое изображение — это изображение животных. И, соответственно, очень такое серьезное явление, как тотемизм. Да? Тотемизм — это не просто как бы вера там, в предка и отождествление, там, соответственно, какого-то рода, да, с животным тотемом, но это то, что человек, он не отделял себя от животных. То есть он мыслил таким образом, скорее, что он как бы в природе, да, живет так же, то есть все едины, и все они берут начало, то есть и человек, и животные от какого-то единого первопредка. Поэтому то есть мир природы, мир животных никогда не показывался как-то поверхностно. А здесь как-то изображения, ну, наверное, не очень эстетичные, я бы сказала. Опять же, вот каких-то сложных я не вижу никакой вот сложности. Вот, например, нижнее изображение коровы. Вот корова — это всегда особое животное. С момента развития скотоводства корова имела такой сакральный смысл, да, то есть подательница молока, то есть это символ жизни обязательно. Поэтому корова, например, в Древнем Египте небесная корова, то есть обязательно, то есть она символизировала также Млечный путь, небеса, поэтому это очень сложная концепция. Опять же, животный либо человек выражал какие-то явления через этих животных, да, либо это какой-то страх, какие-то грозные существа, либо наоборот какая-то нежность и какая-то сострадательность, может быть, вот какое-то внимание к этому явлению. То есть мы находим большое количество, есть серии камней, которые показывают флору, фауну, но они все как-то, я не понимаю, какое отношение у авторов к этим животным. Вот что, вот эти кошки сложные, более-менее только петух. Вот петух, я могу сказать, что здесь вот, что-то такое, вот художественный мотив такой вот по выразительности. Остальные, они по выразительности, я как-то ее в принципе не вижу. То есть кот — это тоже отдельная такая тема, когда, то есть символ такой очень важный, культурный. Если мы говорим о символах, в коллекции камней Ики есть какие-то символы, то есть популярный такой, единственный, наверное, известный символ — это вот этот лист жизни. Здесь мы видим вот верхняя фотография, там люди с флейтами и также этот лист. Но лист как-то вот для целой культурной традиции один просто листочек непонятно. То есть если уж мы говорим там цветок лотоса, например, да, у всех культур, это какая сложная концепция, и там эту концепцию в этих культурах можно проследить на протяжении различных каких-то произведений, да, там везде будет, причем концепция будет именно читаться. Опять же, нет никакого контекста. То есть все, больше ничего. Есть только символы, вот, пожалуй, которые, я не знаю, у меня вопросы к ним. С левой стороны символ, который больше нигде не присутствует, и даже по стилистике, по какой-то вот своей вот этой формальности он выпадает из коллекции. То есть он выглядит каким-то чуждым звеном. То есть ничего такого подобного нигде не прослеживается абсолютно. Ну и, собственно, есть такие символы подобные, да, которые мы знаем, что они так попозже, наверное, произошли. Вот с правой стороны
на попоне динозавра мы видим такой символ, который очень часто в коллекции камней Ики встречается. Это вот эта голова с глазом. То есть там вот здесь вот, я надеюсь, там видно будет линии, да, и в центре глаз. Ну, это какой-то такой, не знаю, может быть, циклоп такой, но он выглядит как-то очень, знаете, так космически современно такое. Опять же, по своей стилистике ничего нигде подобного он больше не фигурирует, он не несет в себе каких-то связей с другими элементами, да, то есть вот нет ничего похожего больше в изображениях остальных. То есть, опять же, вот он где-то гуляет, что он на этих динозаврах, за кем следит. То есть вот этот глаз — это что-то, знаете, такое больше отсылка к чему-то такому вот этому символу масонскому уже, потому что даже если в Египте знаменитый символ, да, глаз, око Гора, но это, опять же, всегда контекст. И этот контекст мы можем проследить в этой культуре на протяжении там многих очень произведений, там, начиная от самого появления. Встречаются какие-то символы или предметы, но это не символ, скорее предмет, по-моему, это кружка, если я не ошибаюсь. То есть вот я просто рассматривала, да, коллекцию, то есть мне непонятно, откуда вдруг вот такая кружка. Какой-то вот этот знаменитый тоже, ну так скажем, Бафомет, назовем его, да, то есть известно уже, я смотрела, в принципе, про этот символ даже в сети есть, но это действительно поздний символ. Ничего подобного нигде в культурах, никаких Бафометов никогда не было. То есть и сама иконография, известно точно, это 19 век, то есть поэтому ничего нет такого. Надо сказать, что вообще символизма внутри художественной системы в камнях Ики я не обнаружила. То есть вот у меня такой вопрос. Они опираются на реализм или символизм все-таки есть, да, с точки зрения художественного языка? Потому что любая древняя культура, она имеет, то есть изобразительность — это всегда система, и эта система либо через реализм, либо через символизм. Если мы говорим о древних первых письменных цивилизациях, то это всегда символизм. То есть это концептуальность, и символизм там всегда есть. Причем этот символизм, он зарождается еще в Верхнем Палеолите. Поэтому внутри я не увидела. Там все время идет акцент на некую информативность, но с точки зрения художественности символизма нет. Метафоричности, соответственно, тоже я не нашла. Астрономия. То есть вот мы видим древняя цивилизация, и вроде бы у них есть астрономия, да, вот эти телескопы. Они все время куда-то смотрят на звезды и то есть наблюдают, ведут какие-то наблюдения. Вопрос, какие наблюдения? То есть никаких наблюдений я не нашла, потому что то есть вот есть, все ограничивается только вот этими мотивами. Сам факт, они смотрят на звезды, да, все. На какие звезды, какие созвездия, какие планеты. То есть ничего нет. Вот просто вот солнышко, там какие-то кометы, какие-то звездочки. Астрономия от первобытных времен — это всегда результат, конкретный результат. Да? Обязательно есть вот эти древние лунные солнечные календари. То есть это какие-то данные, которые мы можем посчитать, мы можем определить, мы можем их проверить. Если мы говорим также про первобытность, то сегодня уже широко известно, про это как бы много говорят, что фрески знаменитые, пещера Ласко, например, имеет не только эта пещера, да, вот эти знаменитые быки, там, они имеют также астрономический смысл. Там всегда можно найти конкретные созвездия, шумеры. Вот маленький фрагмент, я здесь привела пример с правой стороны, фотография, плеяды, да, вот эти вот точки — это плеяды. Ну и, соответственно, там мы смотрим это, опять же, в контексте. Если мы говорим майя, это вообще очень такая хорошая астрономия, все восхищаются и действительно есть чем. То есть это конкретные вычисления циклов Венеры. Но сегодня, правда, известно, что там они скорее опирались на нумерологию, то есть вот эти расчеты. Но тем не менее это система, да, которую мы можем как бы вот прочесть. Древний Египет — это тоже конкретика в астрономии. Никакой конкретики в астрономии Ики ее просто нет. То есть есть просто ну, какой-то вот поверхностный такой уровень, да, что вот есть астрономия. Далее, Шумеры, Месопотамия тоже, медицина.
Медицина выглядит достаточно, ну как бы да, поражает наше воображение, шокирует. Выглядит она достаточно современно, она очень похожа на наши медицинские какие-то вот операции, да, то, как у нас это проходит, там какой-то операционный стол, да, аппаратура. Причем это вот единственный пример, где я нашла, насколько я понимаю, не знаю, может быть это лучи света, да, или что-то не совсем, конечно, понятно, но очень ассоциируется с вот этим осветительным прибором. Сложные операции на мозге, то есть пересадка органов, внутривенные инъекции. Я специально консультировалась с медиками, с хирургами и с одним анестезиологом с большим опытом работы. В ряде случаев я спрашивала, то есть там есть пример, не знаю, сейчас будет он тут или нет, но считается, что вы вот могли делать с помощью мешка, да, и, возможно, может быть, какие-то растения, алкалоиды вводили. Так вот, делать операцию, допустим, открытая операция на сердце или на мозге, недостаточно просто, допустим, ввести какой-то вот, ну, какие-то алкалоиды в легкие. То есть нереально. Просто вот врачи мне просто сказали, невозможно провести такую операцию при подобных условиях. С точки зрения художественности меня очень смущает то, как нарисованы вот эти органы. Откуда-то вдруг взялась тонкость, детализация, которой нет нигде просто. Вот по технике, то, как нарисованы внутренние органы, вот сердце здесь видно. То есть оно невероятно анатомично, оно невероятно детали, ну как бы детали, там прям вот эти вот прожилки видны, линии какие-то, сразу какие-то такие волнистые пошли, которых вот просто в совокупности это выпадает из общего художественного языка, да, который мы видим в камнях Ики. То есть они выглядят очень чуждыми элементами. Ну и, собственно, то есть вообще вот эта трансплантация, да, то есть не знаю, это, конечно, отдельная тема, наверное, со специалистами. Мне непонятно, откуда вот этот предмет здесь взялся, который выглядит очень современно. То есть это либо капли-распределитель в капельнице, либо часть предмета, который переливание крови возможно. Не знаю, он выглядит, на мой взгляд, очень современно. У меня есть сомнение, что это могло быть в какой-то глубокой архаической древности. Я специально посмотрела, но, наверное, вот на левой фотографии правый нижний фрагмент выглядит достаточно как бы вот похожим образом. Либо это похоже уже на пластиковую капельницу, но, скорее всего, здесь не пластиковая, а здесь очень похоже на то, что вот из стекла первые вот эти приборы для переливания крови. То есть это выглядит очень современным. Я не знаю, ну, из каких-то, не знаю, там органов животных иногда там делали что-то, известно в древности, там кишки, там, не знаю, вот что-то такое, но это явно не выглядит, это выглядит таким твердым, как какой-то вот твердой основой. Карты. Вот эти географические карты, которые считаются, что тоже это карты, которые показывают какие-то древние материки. Есть версия, либо это вообще материки иной планеты, либо это материки тогда, когда они выглядели на нашей планете, ну, занимали другое положение, да, то есть, может быть, там как-то по-другому располагались. Насколько я поняла, материки не соответствуют сегодняшней картине, но я даже в эту как бы область не хочу погружаться, меня другое интересует. Здесь есть такие, как бы вот сразу откуда-то вдруг взялась, ну, вроде как письменная система. Опять же, откуда-то вот это членение, вот это на ячейке, как-то все очень так ровно прочерчено. Сами символы, на мой взгляд, выглядят крайне простыми и поверхностными. Вроде бы какие-то звездочки. Система знаков определенных известна с верхнего палеолита, то есть были знаки. Опять же, они как-то там гораздо интереснее, чем здесь. Если мы посмотрим подобные системы письменные, ну, они всегда, опять же, как-то сложнее. Даже, казалось бы, египетские иероглифы, ну, какие-то птички, да, однако там есть определенное сочетание, которое нам будет говорить о том, что это система, и эта система гораздо сложнее, чем вот мы видим в подобном случае. Но это, на мой взгляд,
но просто делюсь, как говорится, сомнениями. Да? Клинопись Месопотамии тоже. То есть вот у меня такое ощущение, вот здесь вот встречаются звездочки, но здесь опять же элементы представляют собой какую-то более сложную конфигурацию, чем на камне Ики. Ну и вот эти какие-то простые символы, откуда-то здесь опять же пирамида взялась, вот немножко внизу там видно и наверху очень похоже на шумерский зиккурат, который нигде нет. Меня здесь больше настораживает другое в этих картах — домики. Откуда такие домики? То есть я с большой уверенностью могу утверждать, что эти домики — это современная рисовка. Никаких подобных домиков, обычно дети так рисуют. Вы знаете, вот попросите нарисовать ребенка домик, он нарисует стереотипно определенные пропорции. Похожие какие-то хижины, они встречаются там у жителей Южной Америки, но там пропорции другие. То есть крыши двускатные, крылья листьями, но совершенно иные пропорции. Здесь вот откуда-то прям такая геометрия, ровность, пропорции наших современных жилищ. Вот здесь тоже видно, вот у меня нет курсора, но если видите, да, здесь тоже вот домик такой есть. Это, наверное, уже даже более какой-то двухэтажный или, не знаю, может быть, даже трехэтажный. То есть это какая-то вилла. То есть откуда-то вдруг стилистически, опять же, это не соответствует, нигде нет такой стилистики, вот этой ровности, геометрии, она не прослеживается в других моментах. То есть все как-то слишком нарочито современно, поэтому нигде нет. Вот здесь вот тоже вот этот домик в центре виден. Перу, да, у них какие-то жилища они показывали, но это совершенно другое. Вот примерно в центре, да, видно конструкция. То есть если посмотреть какую-то реконструкцию, как выглядели их жилища, совершенно ничего похожего. Ну, если мы говорим об индейцах, конечно. Анатомические несоответствия, но я уже так говорила некоторые моменты, но еще дополнительно есть сюжеты, которые, они выглядят как-то сложнее, но я бы их охарактеризовала как то, что человек ставит себе задачу нарисовать какой-то ракурс, да, сложный ракурс, который непривычный. То есть вот он придумал мотив, ему нужен определенный ракурс. Художник не может справиться с этим ракурсом, он не может его создать в рамках, ну, как бы стилизации, да, поэтому он что делает? Он берет и срисовывает. Вот это изображение, оно срисованное откуда-то. Ни в одной культуре таких огромных скачков нет, потому что всегда был какой-то канон. Поэтому если мы говорим о глубокой первобытности, там находили какое-то решение за счет чего. Да? Здесь совершенно другие пропорции, которые не соответствуют тем пропорциям, которые мы видим в остальных фигурах людей на камнях Ики. Абсолютно другая пластика, вот какие-то нюансы, там, изгибы, которых нет вообще нигде. То есть ракурс сложный, и, скорее всего, это, не знаю, вот у меня вопрос, да, то есть как бы вызывает сомнения очень сильно. Есть какие-то отдельные изображения динозавров, которые очень сильно отличаются как бы от остальных динозавров по своей, опять же, анатомичности. Здесь тоже сложный ракурс. И при этом я не могу сказать, что человек понимает хорошо форму. Здесь скорее тенденция к поверхностному срисовыванию. То есть вот как раз вот когда я говорила, что всегда видно, человек понимает форму, даже когда он срисовывает, но малейший изгиб линии, он будет говорить о понимании формы. А здесь этого нет. Большинство динозавров нарисованы достаточно, ну, как-то очень так просто. Вот с левой стороны, ну, какой-то такой вот, не знаю, ну, очень он какой-то такой простенький. Опять же, вот эта рожающая женщина, откуда она рожает? Как-то там вот какая-то прорезь, ну, как-то это вот женщины встречаются в искусстве, но это всегда более эстетично, это более гармонично, это как-то никогда это не решается вот каким-то вот таким образом. Причем просто процарапано, опять же, нет никакого намека на какую-то содержательность, да, в художественном плане также. Ну и так далее. То есть вот то, как ноги нарисованы, то есть решения, в общем-то, нет. То есть видно, что авторы, на мой взгляд, плавают. Антропологический тип. У меня вопрос, какой это антропологический тип. То есть, потому что есть моменты, которые нам говорят о том, что они похожи на индейцев. Да?
Какие индейцы? То есть вот вроде бы прям вот что-то такое индейское-индейское. Вот здесь мы тоже видим похожие вот прям индейцы, костюмы, тоже головные уборы. Однако вот выступающие носы, да, они характерны для индейцев. То есть это керамика Мочи, Перу. И, собственно, тоже вот, пожалуйста, Перу и вот эти вот характерные носики, которые мы видим в камнях Икки. Поэтому вроде как фигуры Икки похожи на индейцев. Откуда индейцы, если мы знаем, что они пришли из Сибири, да, то есть очень древние времена, во времена динозавров, я не знаю, чтобы это могло быть. Соответственно, вот здесь вот фрагмент, который вот эти человечки, они достаточно похожи на фигуры, которые есть в камнях Икки. Но, опять же, фигуры, если в изобразительности у этих культур, но они всегда как-то вот более сложно, более пластично. Опять же, здесь какие-то лица вот этих животных, то есть какая-то вот эта метафора. Здесь все как-то нарисовано, опять же, не анатомично, как-то вот прям пролеты в этой анатомии. Если с левой стороны на фотографии там малейшие нюансы, но они как-то передают эту анатомию, пусть и утрированно, то на камнях Икки вот эти прорези, скорее нужно было что-то придумать такое, но при этом очень слишком жестко, слишком какой-то большой разброс, анатомия ломается, не подчеркивается. У меня вопрос, вот культурно-стилистическая мешанина. Также сомнения вызывает, непонятно, откуда вдруг взялся канон инков. То есть вот эти персонажи, если вот вы посмотрите вот в этих головных уборах, это абсолютная иконография инков, зрелая иконография золота инков, да, можно найти изображение бога Инти, бог солнца. То есть если это просто, ну то есть это уже отдельный вопрос, да, но непонятно, почему в камнях Икки древних откуда-то уже зрелая вот эта иконография. Причем она так где-то раз мелькнула, там может быть два, и все. Культ голов. Присутствует вот отрубленная голова на камне Икки. Культ голов — это вообще-то очень характерная тема для культур Перу, особенно культура Наска. Они огромное количество, то есть, скорее всего, это жертвенные головы. То есть есть версия, что это трофейные головы, но в рамках ритуала. То есть и они присутствуют в иконографии этих культур, но там, опять же, есть контекст, есть какая-то системность в этом, есть богатство, есть насыщенность через какие-то детали и так далее. Откуда-то на камне Икки, опять же, перуанский сосуд, причем керамика, он почему-то очень поверхностно нарисован. То есть вообще его пропорции, они едва ли передают вот эту керамику. То есть как-то очень жестко, очень упрощенно. Опять же, нигде нет ни намека на богатство орнамента, который есть действительно у этих культур. Никаких ни символов, ни деталей, нигде ничего этого нет. Поэтому, собственно, не знаю, как-то вот вопрос. Так, сейчас я пропущу эту фотографию. Тоже перуанское дерево встречается, которое характерно именно для Перу. Коты, которые тоже характерны для Перу, но почему-то всего лишь пару примеров. И, в общем-то, опять же, нет контекста, тогда как, я уже сказала, у перуанских культур это всегда очень сложная стилизация. То есть мочи керамика, да, или мочика называют, то есть всегда это, ну, какое-то, опять же, вот богатство, содержательность, какая-то там символика присутствует и так далее. Рисунки Наска на камнях Икки тоже непонятно, почему, каким образом. Причем, если бы я даже не знала, что это рисунки Наска, да, известные, вот я бы посмотрела, и у меня бы все равно возникло сомнение, потому что стилизация рисунков Наска совершенно никак не вписывается в стилистику камней Икки. Она в принципе выпадает. Поэтому то есть это одна система, и они откуда-то включают в свою систему совершенно иную систему. Вот причины этого непонятно, логически не получается как-то объяснить. Причем там символы используются только те, которые были известны в первой половине 20 века. Ну, в смысле, по началу, да, когда вот рисунки Наска приобрели известность. Вот те, которые были как бы неизвестны, они там почему-то не изображены. Хотя потом известно, что вот их стало больше. Есть вот такие идолы с изображениями насканскими.
Сам по себе вот это произведение из дерева, вот эти идолы, они там встречаются. То есть они почему-то не перекликаются с изображениями на плоскости. У них присутствуют признаки совершенно иных канонов стилистических, то есть из других культур. То есть с левой стороны можно увидеть Тиуанаку, или, например, вот эти вытянутые идолы. Почему-то нигде нет никакой такой вытянутости в изображениях на камнях. Вот, например, с правой стороны лицо очень узкое, совершенно иные пропорции. Почему нигде на камнях не встречается? Ну и вообще вот этот прием с этими фигурками, да, они встречаются очень широко. Боливия, ацтеки, то есть почему-то их на изображениях нет. Вопрос, есть ли стиль в искусстве на камнях ики, потому что иногда говорят вот какой-то такой уникальный стиль. На самом деле я не могу сказать, что здесь есть стиль именно, потому что стиль — это всегда очень такое единство всех элементов. И вот, допустим, я включила 3 определения. Мне больше даже, наверное, нравится 3-е определение. То есть это не просто способ выражения, да, это некая субстанция, которая инвариантная и в то же время неизменно пребывающая в движении художественная сущность, не только лежащая в основе той или иной эстетической категории, но и определяющая живой процесс искусства. То есть это какой-то вот движущий нерв, да, который внутри скрывается, то есть, опять же, скорее всего, через какие-то традиции, мировоззрения проявляются и так далее. То есть именно таким образом может сложиться какой-то определенный стиль. Но конструктивно это всегда единство элементов. Египет, шумеры, майя, ацтеки, у них через различные детали в их изобразительной системе складывается некое единство. Да, я уже говорила, в этих системах это обязательно наличие канона. Да, Египет — это строгий канон, опять же, именно вот системность, а не просто что-то случайно. Ну и в принципе ацтеки, допустим, майя. Здесь мы можем увидеть, у майя всегда характерная особенность. Это большое количество деталей, какая-то насыщенность. У ацтеков это более лаконичная форма, какая-то такая блочность присутствует. Так никогда у ацтеков мы не увидим каких-то деталей, которые есть у майя. Да? То, что есть у майя, соответственно, мы не увидим каких-то таких элементов стиля ацтеков. Да? Все везде индивидуально. Поэтому стилистически очень много каких-то гуляний, неточностей, и я не могу сказать, что есть какое-то единство в коллекции камнях ики. То есть вроде бы вот это какое-то упрощение, но именно поскольку нет какой-то вот художественности, наверное, я не могу здесь говорить про стиль. Скорее всего, здесь можно говорить о некой художественной манере. С точки зрения стиля, да, стиль — это какое-то более сложное явление, наверное, не уверена. Потому что стилизация, да, вот я уже говорила, это упрощение, трансформация в более условную форму. И, собственно, стилизация — это всегда, вот она есть у культуры, это всегда сложный творческий процесс, причем это интеллектуальный процесс в том числе. Нижняя фотография, код Перу. Причем с первого раза, то есть там есть фигура человека, да, и код. Такой божественный символ, в общем-то, и мы вроде бы с одной стороны сперва как бы путаемся в этих пятнах, да, в этих многочисленных деталях, но основная форма, она всегда остается понятной, и при этом высокохудожественный какой-то образ получается, то есть это всегда сложная стилизация. На камнях ики, ну, какие-то более удачные моменты есть. Вот с левой стороны фотография с летательным аппаратом, который меня вот больше вроде как сперва вот так смотришь на графику, да, вроде бы, ой, что-то такое симпатичное, интересное. Начинаешь всматриваться, но здесь нельзя говорить о какой-то стилизации, но какой-то такой достаточно жидкий набор, скудный набор каких-то вот элементов, то есть не говорит это о стилизации. То есть здесь аналогично. Тогда, когда стилизация, но это все-таки более что-то такое сложное. Так, сейчас постараюсь поторопиться, наверное, уже много. Собственно, какие-то мифологические образы едва ли тянут на понятие стилизация, потому что это, опять же, какое-то примерное упрощение, но они очень уступают по богатству
всем культурам, которые я говорила. По стилистике откуда-то вдруг берутся, вот подобно тому, как сердце нарисовано, серия с вымершими животными доисторическими. Это все как-то нарисовано более тонко, совершенно не соответствует тому, что есть в целом на камнях. Летучая мышь, древняя летучая мышь, вроде бы как древняя, почему-то, вот я специально привела пример современной стилизации, да, рисунков. У летучей мыши всегда есть вот эти, ну, как бы конструкция, скелет крыла. Так за это очень удачно можно зацепиться и создать стилизацию. Это очень характерная особенность летучей мыши. Здесь летучая мышь почему-то ровно, словно по линеечке, вот эти линии, и нет ничего. Вот как бы средства художественной выразительности, опять же, какой-то невероятно скудный набор, вот просто очень скудный. Нельзя, вот это вымершее животное, то есть оно как-то вот более детализировано, не соответствует большинству камней, например, вот в таком стиле. Люди и динозавры. Я, наверное, здесь перейду сразу к вопросу. Знаменитая вот эта деталь с кожными пластинами. Это является таким аргументом, что у динозавра, у зауроподовых на камнях Ики нарисованы шипы, которые раньше считалось, что их не было. А потом в 1992 обнаружили. И, соответственно, отсюда является вот такой аргумент, что вот на камнях Ики они как раз видели, да, как бы с натуры этих динозавров. Но я все время вижу, что в этой коллекции на самом деле эти шипы гуляют. Вот, например, если мы посмотрим на два этих изображения, нет особой разницы, чем они отличаются, если не шипы. То есть нарисованы они практически одинаково. Немножко там разница в шее, да, как бы, а так, в принципе, одинаково. И поэтому просто шипы, вот они очень крупные. Я читала там срединный ряд этих кожных пластин, который, скорее всего, он был гораздо меньше. То есть это были не костные шипы, да, а кожа. Ну, они были, конечно, плотные, но, тем не менее, не кость. И они были мельче. На мой взгляд, у меня вот сомнение, просто нарисовать шипы, я бы сказала, что это как-то достаточно стереотипно. Опять же, если мы попросим нарисовать ребенка динозавра, в большинстве случаев ребенок рисует динозавров с шипами, потому что шипы — это такой стереотипный элемент, поскольку ребенок, он как бы составляет объект всегда из каких-то, ну, таких известных ему моментов, да, то есть если ребенок рисует маму, он может нарисовать маму там с 3 пальцами, не потому что у мамы 3 пальца, а потому что ребенок помнит, что у мамы есть пальцы, все. Поэтому он запоминает какие-то вот такие моменты и пользуется ими. На мой взгляд, это, конечно, не точно, но это требует дополнительных исследований, вот эти пластины надо уточнять, потому что как-то на рисунках это неубедительно, на мой взгляд. Ну и, собственно, заключение, да, у нас складываются две принципиально разные картины. При поверхностном взгляде перед нами сложно организованное общество с наличием традиционных признаков развитой культуры. Когда начинаешь углубляться в изучение этой именно культуры, то не обнаруживается никаких культурных традиций. То есть особенно то, что характерно для древних культур, здесь просто нет. Содержание на самом деле оно во всем поверхностное. То есть если астрономия, то поверхностная, если медицина, то поверхностная. То есть нет каких-то глубоких вот этих принципов, если уж особенно говорить о культуре. То есть нет художественного канона, нет стилевого единства. Смешение разных культурных традиций непонятно, чем можно объяснить. Вот эта версия, что это библиотека Хавьер Кабрера, то есть он серии камней как бы делил на группы, и он говорил, что есть группы камней, которые являются древними, а есть группы камней, которые являются более поздними. Но непонятно, как они могли сохранять, то есть вот сами вот эти, ну, как бы художественный язык на протяжении какого-то очень длительного периода. Во всем есть односложная информативность. То есть нам все время как бы говорят, что были операции, была какая-то религия, но содержания религии нет. Была астрономия, да, но содержания астрономии нет. Сомнительные образцы ничем не отличаются от тех, которые считаются подлинными, потому что какие-то вот эти
камни, к которым есть вопросы, можно сказать, ну так у них много подделок, да, то есть есть подобные какие-то замечания. Но при каком-то подробном рассмотрении смотришь, в технике, в художественной изобразительности они одинаковые. То есть те, которые как бы поддельные, и те, которые подлинные. Между ними разницы никакой нет. Ну, в общем-то, все. На этом я, наверное, завершу. Какие-то вопросы? Да, спасибо огромное, Наталья, за очень информативный содержательный доклад. Да, какие вопросы? Я, знаешь, я кое-что хочу обобщить, можно? Ну, Это ругаться не будете? Да нет, пожалуйста, критика, вопросы, Не, рассуждения. Нет, не критика, только сразу хочу сказать. Куда мне лучше подойти? справа. Я просто хочу сначала сказать большое спасибо Георгу, вот он иногда нас очень здорово забавляет, в хорошем смысле, научном, что в чате дает вот эти ссылки на все возможные там научные издательства. И сейчас это пока не относится никаким образом к разговору на Даше, просто там была публикация по поводу того, что, мол, человечество произошло с Марса. Помните, была такая? Только кто смотрел? Нет, я почему именно об этом акцент беру, просто не потому, я могу просто потом забыть, а дело в том, что я случайно сам как-то оказался, воспалился вот сухожилие. У травматолога было, как раз было марта скользко, и к нему целая очередь была. И вот он мне интересную вещь сказал, что пока он со мной занимался, разговаривать. Он одну вещь сказал интересную, в чем заключается? Что вообще-то по, скажем так, по механичности, вернее, механической упругости, вот нам, человеку с его костяком, самое место на Марсе. Потому что вот его прийти, то есть он мне так сказал, ты хоть раз кошек или там собак со сломанной ногой видел, да, они падают, но ничего, а человек упадет, так что-нибудь. Потому что вот именно с точки зрения механики, это просто вот какой-то такой небольшой пролог. А теперь, что касается рассказа очень интересного Натальи. Дело в том, что я тоже никогда это пока никому широко не давал, но просто я в свое время тоже занимался этими ящерами. И я набрал около 600 конкретных адресов с координатами, в том числе, конечно. То есть ящеров, которые жили вместе с человеком. Причем они жили, и человек их видел чуть ли не во времена крестоносцев. То есть если это, но это очень большой материал, то есть его, если перечислять, это почти на 2 часа. Поэтому я его, собственно, придерживаю, пока никуда не выпускаю, хотя у меня презентация на это счет есть. Так вот, теперь уже по сути. Дело в том, что ни я, ни кто-то другой, даже не Андрей Жуков, наверное, не Наташа, мы сейчас просто не можем делать полноценный анализ, потому что правильно я сказал, что известного там около 10-11 тысяч, но еще по слухам где-то еще там 40 тысяч где-то мотаются. То есть у нас нет полностью, что называется, всего образца, чтобы делать какие-то более корректные. Так я и говорю про то, что исследование должно быть системным, но с точки зрения культуры нет. Мы говорим, что досталось, я понимаю. Культуры нет, поэтому... Вот, это один вопрос. И второй. Но дело в том, что сами, конечно, вот рисунки, как в свое время Скляв и Жуков говорили, у них важные черты есть. Вот эта прорисовка, она у них бывает плоскостной, но часто очень встречается объемной. То есть снимается слой, и то есть вот этот самый ящер как бы возвышается. То есть сначала надо было... Но нет таких образцов. По крайней мере, я знаю, что отпечатался, что... Я смотрела эти образцы. Я тоже в Андрея смотрел. Ну, ладно, хорошо, давайте так. Я не буду это, ладно, хорошо, опровергать, но вот вы сейчас называете вот эти известные моменты, о которых я говорила в начале. Да. То есть, в принципе. И да, они известны, хорошо, но культуру, вот то, что я сейчас даже в докладе рассказала, я рассказала, конечно же, это даже, наверное, не все. Да? Я не могу за это время огромное количество информации как бы показать, поэтому я только какие-то примеры привела. Но суть, наверное, в том, что культуру никто не анализировал. И у меня складывается впечатление, что я не могу ответить себе на вопрос, почему эта культура на самом деле без культуры. Причем у меня есть признаки
того, что здесь есть именно создание имитации культуры. То есть нас все время как бы нам говорят, что вот древняя цивилизация, древняя культура, вот у них все это было. На самом деле вот эти все моменты, которые присутствуют на камнях Ики, они достаточно широко известные и стереотипные. Вот у меня есть подозрение, что авторы, они просто плохо разбирались в культурологических, искусствоведческих особенностях, и они просто не дотянули, создавая имитацию. То есть это мое личное мнение, вот судя по анализу, но... Я попробую эту мысль вашу продолжить сейчас. Но дело в том, что почему вот действительно такие вопросы возникли, когда я вот сейчас слушаю Наташу, у меня эта мысль действительно вот так постоянно крутилась, почему действительно такой возникает вопрос. И вот когда перед концовкой уже Наташа вспомнила о гипотезе библиотеки, я сообразил одну вещь, что в принципе все вот эти нестыковки, они могут объясняться только тем, я правда не знаю, что подвигло этих резчиков на такой подвиг, но это действительно был подвиг. И смотрите, камни нигде в одном мешке, что называется, не лежали. Их потихонечку вымывало, и кто-то разрозненно находил, в результате, что получилось, скопилось. То есть, как правильно мы в свое время, как мне кажется, с Андреем Жуком, когда это дело обсуждали, такое впечатление, что где-то эта река Ики, простите, размыла какой-то тайник, и что называется, вот их на полях потихонечку все это дело выкидывал. А кто-то их там годы где-то собирал. Но дело здесь даже не в этом. А то, что вот эти создатели этих камней, эти художники, со всеми вот теми недостатками, о которых совершенно справедливо сказала Наталья, они их делали не сами. Вернее, они делали сами, но они откуда-то их, грубо говоря, срисовывали. С какого-то, откуда? может быть, вот вопрос откуда? С какого-то, может быть, менее, скажем, надежного носителя. Ну вот, понимаете, это блокнотик гниет, а на камушке, что называется, останется на более продолжительный срок времени. Вот в таком случае, при такой постановке вопроса, хотя бы что-то становится ясно. Нет, не ясно, я перебью, извините. Потому что, собственно, суть моего доклада, она как раз, вот я слышала эти вопросы, я слышала эти версии. Хорошо, допустим, срисовывали откуда-то, но вопрос откуда? То есть почему-то есть какая-то все время в этих камнях есть, ну как бы, принцип как бы имитация единства. То есть откуда срисовывали, с каких-то разных источников. Вот, например, откуда-то там иконография инков, допустим, да, к примеру. Хорошо, но тогда где-то бы еще была какая-то иконография. А здесь вот такая иконография, вот отдельные предметы, они совершенно, ну как бы единичные, вот прям буквально точечные. А все-таки создана коллекция. Если бы они срисовывали с какого-то источника, там тоже было бы свое единство. То есть попросите человека нарисовать египетскую, не знаю, скульптуру, изображение. Но он же передаст египетский канон, он же не свое что-то новое придумает. Поэтому вопрос тогда, чье это все? С точки зрения культуры этого нет. Чье это какая-то культура, которую мы понять. Так вот, я и говорю о какой-то культуре. Неважно, там срисовывали они или не срисовывали. Культуры-то нет. Культуры нет, а вот обрывки этой культуры... Обрывков нет. Есть обрывки, они и спорные. Ну, спорные, а кто спорил? У нас каждая сейчас находка спорная. Вот, кстати говоря, Наташа, что вот говорили вы по пирамиде, где вот там сидят вот эти два человечка и молятся. Вообще есть другая трактовка, она тоже, конечно, никем не доказана, это понятное дело. Но если судить, я в свое время делал на этот счет доклад, если нужно, я повторю, что система пирамид, как единая мировая система, древняя, конечно, скажем так, по борьбе, если условно совершенно говорить, с землетрясениями. В таком случае, то вот эта картинка может изображать не столько религиозный сюжет, как Солнце, дающая энергию в пирамиду, а пирамида, сбрасывающая земную энергию опять в космос. Вот когда это работала эта система, тем более, что подавляющее большинство пирамид находится именно на границах литосферных плит и геологических разломов, это я по координатам проверял, то такая гипотеза, в принципе,
ну, скажем так, право на существование имеет. Тогда вот эти стрелочки, я просто Да. добавила, они имеют смысл. То есть это как раз, циркуляция да, энергии. Это направление энергии, да. То есть они на месте. К нам и обратно. Так вот, теперь дальше. Вот по поводу коровы в сочетании с ящерами, ребят, а вообще-то, если разобраться, это действительно серьезный смысл имеет. Каков? Ведь получается, что млекопитающие либо жили во времена ящеров, либо ящеры не очень торопились уйти из жизни и спокойненько дожидались этих млекопитающих. Хотя это тоже гипотеза, но, по крайней мере, такое. Вот смотрите, сейчас я когда смотрю на этот сюжет, видно, нет, там, я здесь вижу именно религиозный мотив. Вся композиция акцентирует внимание зрителя на религиозности, на идейности этого сюжета. О том, что это землетрясение, это, извините, абсолютные домыслы. И по этому изображению этого никак сказать нельзя. То есть то, как акцент идет здесь именно на солнце. А солнце в этих камнях, его очень много, оно там постоянно присутствует, то есть и сейчас не буду уже, ладно, искать. Единственный там какой-то вот мотив, да, которому вот поклонялись объект, это солнце. И здесь все говорит именно о почитании этого небесного светила. Все, здесь больше ничего этого нет. На самом деле, как бы, любой человек, который будет смотреть на символ, то есть вот каждый из нас, и каждый увидит что-то свое. Нет, ну так понятно, Это- что-то это свое. Но я вот- сейчас, я доклад-то почему делаю? Я говорю не каждый, а я говорю с точки зрения какой-то системности, профессионализма. Ну, и последнее, что я просто хотел сказать по поводу медицинских вот этих операций, то вот сам факт на их наличие, еще раз говорю, что они действительно где-то сердце в деталях изображено, где-то там деталей нет. Это еще раз говорит о том, что кто-то, те же художники, срисовывая или перерисовывая на камне эти рисунки, их действительно могли изменять, потому что, извините, многие подробности они просто не знали и не могли передать адекватно. На этом я закончил. Спасибо. Еще какие-то вопросы? Ой, помолчу. Все? Да? Нет, почему? Нет, я просто как бы ремарочку такую, нет, вы если Давай. Время туда. Сюда же, да? Вот там микрофончик поближе, да, вот сюда рядом. Такой вопрос. Вот время от времени в разных аудиториях проходят доклады о отсечении возможных артефактов, квазиартефактов, тех объектов, которые, ну, не входят, так сказать, в компетенции ЛАИ. Ну, иногда такая фраза мелькает, ну, в более широком смысле. То есть те артефакты, которые мы считаем принадлежностью к ДВЦ, и те, которые мы не считаем принадлежностью к ДВЦ. И третья категория, которая промежуточная, то ли да, то ли нет. Вот имеется ли, прежде чем проводить там любой анализ технический там, или культурологический, у нас классификация на текущий момент по камням ИКИ, которые являются действительно подделками, являются категорией сомнительной то ли да, то ли нет, и те, которые являются действительно артефактами, ну, в полном понимании этого слова, артефактами для науки, для вот... Ну, таких я не слышала, это скорее как бы информация, то есть в ЛАИ, да, их считают подлинными. То есть, ну, например, ну, я знаю. наверняка там есть и подделки. Ну, тут Да, ведь вот вопрос, вот есть ли такая классификация? вот До того, как нет. проводить вот такие вот Такой анализы. классификации как раз нет, и она была бы очень даже кстати, потому что, собственно, вот о чем я и говорю-то, что вроде бы как-то говорят, есть подлинные образцы, а есть подделки. Я здесь показывала как раз те образцы, которые есть в книгах, в литературе, которые в публикациях, допустим, ну вот тех сторонников, которые считают их подлинными, да, то есть это вот традиционные вот эти сюжеты. Я специально подбирала сюжеты, которые являются, ну, признанными, считаются как подлинные. Но какие-то, если спорные вопросы, говорят, да, это, наверное, подделка. Подделок там явно много, надо разбираться как-то более внимательно. Но здесь, понимаете, в чем? С точки зрения культуры как раз хорошо. Те, которые считаются подлинные, к ним вопросы. Вот что. С точки зрения культуры. Потому что культура, вот, ну,
Я и говорю, то есть этот вопрос, он совершенно не исследован. То есть вот эта изобразительность, системность, она никак не исследована. То есть поэтому хорошая была бы, да, классификация, я считаю, что она нужна. Но и нужно как бы разбираться с вот этими какими-то данными художественно-стилистическими также. И в дальнейшем тоже нужно, я считаю так. А анализы на датирование, опять же, нужна какая-то система, но это хорошо бы, если бы как-то, не знаю, с точки зрения масштабов больших, да, чем вот они были до этого. Но насколько это возможно, не знаю. Было бы замечательно. То есть эту коллекцию, конечно, нужно исследовать всесторонне, да, комплексно, с различных сторон. Поэтому, ну, может быть, когда-то в будущем это будет. Еще, может... В продолжение этого же вопроса, то есть вот по датировкам, но обычно вот приводится, но вот аргумент был уже приведен сегодня, это вот пластины на спинах динозавров. А второй аргумент, вот пытался в разных источниках найти датировку обнаружения камней Ики с изображениями насканских этих рисунков. Они бьются с тем, что вот эти рисунки на тот момент уже были известны или нет? Насчет пластин есть версия, что часть, именно как Александр сказал, была скопирована, ну, да, но не откуда-нибудь, а с американских газет, где согласен. печатались Вот поэтому комиксы. я говорю, датировка до и после. То есть на тот момент они были известны, например, те же рисунки Наска. Комиксы, они вполне могли быть. То есть вот действительно, просто взял кто-то и нарисовал. Понимаете, Ну, тут... да, А кто-то взял потом и скопировал. То есть тот, кто организовал артель по производству камней, да, он привозил эти американские газеты. Отсюда же и вопрос про Наска. Вот, то есть вот на тот момент они были известны рисунки? Ну вот видишь, как я не знал, что Наска, да, часть была были известны. Да. Это 60-е годы. Да, они были известны, но здесь показаны только те, которые были известны. Вот эти ну, то есть вот опять же сомнения появляются из-за этого. традиционные, да. Вот такой А те, которые нет, не... вот артефакт, могучий артефакт. Уверенности нет. По поводу пластин я скажу. Тут дело в том, что нет реалистичной рисовки. Да? Вот в том-то и проблема. Реализма нет, какого-то ясного символизма, да, системного здесь тоже нет. Поэтому то, как это нарисовано, могли и просто нарисовать. Вот как бы шипы. Да? Хорошо, вот нарисовал шипы и все. Да, как бы обозначить. Но опять же, системности нет, поэтому сложно говорить. Это могло быть случайное попадание, в конце концов. Да? Вот я привела там рисунки детские, да, но я просто хотела показать вот это как бы стереотипность мышления, да, то есть как бы поэтому там сложно как-то по изображению к чему-то как-то ну, подойти, да, вот фактически вот могли, не могли, ну, нарисованы шипы, эти треугольники, ну так они там везде одинаково нарисованы. Я, кстати, смотрела, вы можете же посмотреть останки динозавров, да, у кого-то есть костные пластины, там разная величина этих шипов. Кожаные вот эти, там тоже совершенно есть свои пропорции, своя величина к телу динозавра. А здесь везде все одинаково. То есть, да. Дело в том, что я по поводу этих шипов разговаривал с Жуком, у него есть хорошая статья на английском языке, правда, вот как раз по этим шипам. И вот там, я не помню, честно говоря, автора... Спасибо, а то уже дискуссии переходят. Нет, он просто интересно видит, что вообще костяных пластин на спинах не было в принципе. Их просто такими изобразили уже потом, что называется... Не костяные пластины, они идут вот как хребет, они под кожей. Вот есть костяные под кожей. Потому что на самом деле они были именно кожистыми. Почему? Потому что с помощью этих пластин просто снимался лишний... Терморегуляция. Да, я знаю это, да, терморегуляция. Но так в том-то и дело, что там, я все равно, я смотрела этот вопрос, я искала эти пластины, но понимаете, как бы вот меня смущает пропорция. То есть пропорция, характер, величина, то есть здесь нет реалистичности совершенно. Ну так, а символизм, то есть символизм, а символизма я не вижу вообще в этой системе, вот в чем момент. Как бы, поэтому, ну, это вот то, что я рассказываю, да, это то, что я вижу как культуролог, да, это не означает, да, я высказала какое-то свое в итоге как бы замечание, но это не говорит о том, что это вот аргумент в силу того, что получается это подделка, нет.
исследовать нужно всесторонне, но даже то, что я показала с точки зрения культурологии, это, наверное, малое, да, в докладе, но тем не менее, насколько тщательно нужно разбирать вот эти культурные составляющие. То есть и смотреть, и стараться ответить на эти вопросы, а почему так, а почему разные стили, а почему какие-то разные культурные традиции в этой коллекции. Могли скопировать, не могли скопировать. То есть нужно разбираться с этим более, ну, как-то тщательно. Но с точки зрения культуры обязательно. Наталья, а есть какие-то, может быть, похожие примеры, когда вот возникала аналогичная проблема вот, системности вот таких образов? Вот, наверное, в таких масштабах нет. В том-то и дело. Потому что здесь именно мы говорим, вот я там, допустим, показывала культуру Мимброс, да, но это, там есть свой стиль, да, там есть какая-то аутентичность, есть ряд сюжетов, но там мы не можем говорить, там видно, что это не масштаб цивилизации. А здесь-то именно штука заключается вся в том, что это масштаб какой-то прям уровня вот очень сложно организованного общества, такого именно древней культуры. Да, потому что вот эти традиции, меня смущает, что здесь нет традиций с точки зрения изобразительности, потому что традиции, подлинные традиции, они вынашиваются, они как бы проходят какой-то путь созревания. Поэтому то есть это как-то и всегда это, их видно, то есть в любой коллекции, какую коллекцию не смотришь, да, там на любом континенте, даже каких-то малых народов, я не знаю, можно взять там какие-то африканские малые народы и ну, как-то посмотреть, и то, там нет ничего подобного, каких-то скачков непонятных, стилистических, или вот там все как бы есть, все на своих местах. Здесь смущает, то есть возникают сомнения. То есть я вот специально озвучивала вот эти сомнительные моменты. А коллекцию Камбра не рассматривали? Тоже есть сомнения. Есть сомнения, потому что нет никакого разнообразия технического, нет никакого, то есть информативность, весь акцент, вот такой динозавр, такой. Опять же, с чем это связать? Понимаете, то есть искусство, вот я и говорю, ни в одной религии, то есть не все изобразительное искусство, оно несет в себе определенные характеристики, определенные мотивы, то есть и какие-то художественные изделия, ремесленные изделия, они подчиняются вот этим задачам, культурным задачам, да, то есть, а здесь как-то непонятно в камнях Ики вот эта информативность, да, вот ее с чем связать? Информативность без традиции. Вроде как традиция, а традиции нет. И сейчас вот новая же коллекция народилась, вот куда ездят наши коллеги Андрей Жуков с командой. Это штат Дехалиска, Хуэлос Дехалиска. Да. Родина, да, вот, знаменитый. Да, я рассматривала, хотела даже статью. И да. там даже письменность уже присутствует некая, якобы. Ну, символы, скажем, какие-то. Ну, вопросы тоже к письменности. Потому что, не знаю, я изучаю иероглифику, ну, профессионально так вот изучаю. Ну, как бы к письменности, там, если смотреть всю коллекцию, это, конечно, отдельная тема для разговора, но там вопросов тоже масса. Еще, может, у кого какие? Да, будет у кого-то вопросы еще? Если нет, то маленькую ремарку последнюю сделаю, да. Вот действительно, да, и вот этот вопрос уже прозвучал по поводу каменной библиотеки, да. Ну вот, мне показалось, вот как-то мое личное мнение, вот Наталья в своей лекции поколебала, если честно, что действительно, с точки зрения, по крайней мере, отсутствия канона, единства, художественно-стилистического единства и так далее, вот это вот действительно некая такая аморфность этого всего, стереотипность и непродуманность, отсутствие символизма, это действительно вот видно, если так вот с точки зрения искусствоведческой все посмотреть. Правда. И действительно, вот кажется, ага, такие продвинутые технологии были, вот, предположим, если мы допускаем существование этой древнейшей культуры. Вот, они имели там скальпели, они имели подзорные трубы, там за динозаврами гуляли. Но действительно, ведь это мало обозначить, что они, да, имели технику, технологии, смотрели на звездное небо. Совершенно верно. Обычно же изображается, что они видели, например, на древнейших каких-то изображениях, то есть какие-то определенные созвездия, какая-то структура там, то есть не сам факт наблюдения, а значимость, содержание. Вот это отсутствует на камнях Ики. Вот для меня это было очень
как бы так впервые прозвучало, и довольно убедительным, скажем так, аргументом, вот за что, Наталья, спасибо большое, огромное. Другое дело, это, конечно, выходит за информативное пространство данной лекции. Вот действительно, вот хорошо бы задать вопрос там Андрею Жукову или будущим лекторам, а как же, а вот неужели вот сравнить, а вот за сколько покупал Кабрера вот эту коллекцию, окупилось ли вот это огромное вроде производство, где оно вообще было? Вот Жуков задавал грамотный вопрос. Это же нужно было им каких-то специалистов по разным областям, где оно там пряталось, и окупилось ли их расходы, они должны же с прицелом были это делать. Это вот другой вопрос интересный. Зачем специалисты, картинки для будущего. И все. Вот, ну да, ладно, это отдельный вопрос, не будем. И, конечно, в конце концов, хочется верить, правда, что где-то, как сказал Александр Петухов, еще спрятана маленькая каменная аутентичная библиотека, с которой вот эти культура неграмотно тяп-ляпы что-то срисовывали, хочется верить, да. Но пока ее не вымыло, вот, отыки, мы ее не найдем. А может они так спасали эти знания? Или как в этих самых, в Эквадоре, там, золотая библиотека, там, Атлантида или чего-то еще. И хочется верить. Но пока мы ее не найдем, вот как-то так. По поводу библиотеки, можно я вот еще мысли? То есть мне вот непонятно такое количество камней. То есть 11 тысяч, ну это же... А если 50, тем более, да, то есть огромное количество. Я смотрела, там очень часто повторяются эти камни. То есть, во-первых, они очень простые. То есть какие-то односложные вот эти мотивы, однофигурные композиции, один динозавр, второй динозавр, третий. То есть как-то это вот неубедительно даже как послание, если честно. Ну, то есть вроде бы при этом у них там какая-то письменность, ну ладно, хорошо, без письменности захотели обойтись. Зачем повторять там, вот, допустим, рисунок бабочки, и он многократно повторен одинаково? То есть... Детская художественная школа. Вполне логично. Как? Вполне логично, мотивы должны повторяться. Да, Мотивы должны повторяться, но, как мы знаем... И повторение даже в точности до мелочей есть такое. Если бы этого не было, это бы напрягало. Повторение есть, вот, допустим, мы берем Египет, да, любую цивилизацию, там повторяется контекст. Да, то есть там есть определенный контекст, в храме это изображение находится, да, то есть там где назначение, то есть вот этот контекст там он логичен, потому что передает информацию прежде всего контекст, да, а здесь контекста не видно. То есть не видно, что связывает этих динозавров, что динозавр. То есть важна для потомков вот эта просто внешняя форма, или просто сказать, что был динозавр, но достаточно меньшего количества. Зачем 50 тысяч рисунков делать? Вот в этом вопрос, это тоже такое... За 10 лет художественной детской школы Интересно. сколько Все, наберется спасибо камней? огромное, Наталья. Ну, Спасибо. спасибо вам, да, спасибо всем.